Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Стратегия в реальном времени Stormgate, призванная вернуть жанру былое величие, стартовала в раннем доступе. Игра повествует о противостоянии людей, ангелов и демонов. Мы должны возглавить одну из сторон и привести ее к победе. Новая РТС имеет низкий порог вхождения, но в то же время может порадовать своей глубиной и ветеранов жанра. В раннем доступе уже реализованы все три фракции со своими уникальными юнитами и механиками. В игре можно устроить махач в формате 1 на 1 и 2 на 2. Есть экспериментальный режим «Война за территорию» в духе игр моба. Также присутствует 6 карт с кооперативными миссиями на 3 персоны, 5 героев для коопа и 6 миссий одиночной кампании. Правда, половина из них платные. Разработчики собираются добавить в следующем году редактор карт и режимов. Инструментарий расширит до создания полноценных модов, собственных кампаний и даже для создания юнитов. Как работает редактор, покажут в конце 2024-го. Stormgate доступна только в Steam. Сейчас игра стоит денег, но уже 13 августа станет бесплатной. А вот с отзывами как-то у нее не очень. Пока что их немного и 200 не набирается, но рейтинг вырисовывается лишь в 58% на момент создания ролика. Спин-офф серия Final Fantasy под названием Mana не пополнялась свежими тайтлами целых 18 лет, но относительно недавно таки была анонсирована Visions of Mana, а теперь в нее может сыграть любой желающий. Сама игра пока еще не вышла, зато демка доступна и на ПК, и на PlayStation с Xbox. Демо-версия предлагает ознакомиться с кусочком сюжета, несколькими сражениями и элементами исследования. Однако текущий контент от того, что будет в полноценной версии, несколько отличается. Чтобы пробник получился более насыщенным и достаточно динамичным, содержание обрезали, а сейвы отсюда в релизную версию перенести будет уже нельзя. Visions of Mana выйдет 29 августа, без перевода на русский язык. Эпидемия скибиди-туалетов открывает новые грани абсурда. Создатель Garry's Mod Гэри Ньюман, который вообще никоим боком не касается этих толчков, опубликовал письмо с юридической претензией к нему, мол, нарушает чьи-то лицензионные права своим Garry's Mod'ом. Тут вот какая тонкость. Хотя в письме упоминается канал Da Fuck Boom, которому принадлежат права на туалеты, тот утверждает, что никому ничего не отправлял. Тут виновата либо компания Майкла Бэя Invisible Narratives, которая собирается экранизировать безумных туалетов, либо, по словам того же Da Fuck Boom, это очнулся Google, к которому он обращался с жалобами на YouTube-ролики с использованием скибиди, но с сомнительным содержанием. Причем эти жалобы были поданы еще в прошлом году. Вот в таком мире мы живем. Актер, подаривший внешность хранителю в серии игр The Dark Pictures Anthology Тони Пенкхерст, ушел из жизни в возрасте 67 лет. Хранитель появлялся во всех частях серии, он комментировал действия игрока, обращаясь к нему напрямую, тем самым ломая четвертую стену. Сейчас в разработке находится следующая The Dark Pictures с подзаголовком Directive 8020. Останется ли в ней хранитель таким, каким мы его запомнили? Обновление под кодом 1.13 настигло Elden Ring. Теперь, когда конь героя погибает и используется костяной свисток, в открывающемся окне можно сразу кликнуть «Да». Раньше курсор возникал сначала на кнопке «Отмена», и тебе приходилось отвлекаться от боя, чтобы потратить несколько драгоценных секунд и выбрать нужный вариант. Также у ряда оружия увеличился выбивающий из равновесия урон для обычных атак. Призванные духи стали бить сильнее, лучше противодействовать урону и получили повышенную сопротивляемость потере равновесия. Ну и, наконец, небольшому ребалансу подвергли экипировку, навыки, молитвы и заклинания. Студия Arrowhead в скором времени добавит в Helldivers 2 немного огонька. Набор премиальных заслуг откроет доступ к помповому дробовику барбекю, шмаляющему дробью с зажигательным фосфором, легкому огнемету-сжигателю и еще одному карманному огнеметику фритюру, пуляющему напалмом на коротких дистанциях и использующемуся в качестве дополнительного оружия. Помимо этого, адские дайверы смогут примерить две новые брони с повышенной сопротивляемостью огню, а также появятся зажигательные адские капсулы и куча косметики. Набор стартует 8 августа, а чуть раньше, 6 числа, нас ждет крупный апдейт с новыми противниками, уровнем сложности, переработанными заданиями и так далее.
И еще немного коротких новостей на дорожку. Разработчик Кайл Томпсон, создавший приключения Islets, сообщил, что его следующий проект, очаровательная метроидвания Crypt Custodian про кота Плутона, попавшего в загробный мир, стартует уже 27 августа и не только на ПК, но и на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Датой выхода обзавелась и пошаговая ролевая игра Arco. 4 героев выступит в поход по сказочным землям 15 августа на ПК и Nintendo Switch, но русский язык в игру так и не завезли. Пошаговая тактическая RPG Wildermyth пропишется на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 22 октября. Консольная версия получит также внутриигровую энциклопедию монстров и локальный мультиплеер. А вот ролевой экшен с элементами рогалика Children of Morta намеревается покорить мобильных игроков. Версия для iOS и Android стартует 7 октября. И с новостями все. Залетайте на сайт stopgame.ru и читайте обзор Куницугами Path of the Goddess от Алексея Лихачева. А вот этот вот Илья Шарифов состряпал ролик о злодейском прохождении Dragon Age Origins. Приятного ознакомления и хорошего дня!